Итак, друзья, всем привет! На моем канале Ижмота Ставыбока. Сегодня будет такой анбоксинг. Заказывал я запасные части в одном из интернет-магазинов. Он довольно известный, позже я скажу о нем. Но у меня есть некоторые вопросы к тому, что мне прислали. Значит, первое, о чем хотел сказать, это приводные звезды. Вот. У меня была установлена 19-зубовая звезда. Вот такое вот исполнение она имеет. Здесь вот видно выбиты цифры. Вот. Вполне неплохая вся звезда, хорошего качества, но здесь 19 зубов. То есть довольно большие обороты двигателя будут. Где-то в городском режиме это то, что нужно. Но на трассе не совсем удобно. То есть при завышенных оборотах максимальная скорость, либо средняя скорость будет ниже. Поэтому я хотел приобрести 21 зуб. Но 21 зубовая звезда на Юнкере это примерно будет как 19 зубовый на обычном Юпитере. Потому что передаточное соотношение там 42 зуба задней звезды на обычном Юпитере, на Юнкере 48. И вот приобрел вот такую вот звезду на этом сайте, 21 зуб. Очень неплохого качества. Металл вполне себе ничего. Можно даже взять. Видно, да? Чуть-чуть. Ну и звук такой звонкий. То есть вроде как металл. А вот тут вот как раз наоборот. И вот она пилится прямо сразу же. Хотя есть клеймо, вроде как заводское. Но не суть. Вот такая звезда. Звезда меня устроила. Я хотел заказать несколько штук, но в наличии была только одна. Цена 400 рублей. Убираем в сторону. Далее были приобретены вот такие вот вещи. Ну, здесь прокладки всякие, шайбы маслоотражающие. Это на планету 5 ставится. У меня их не было. Тоже там что-то рублей 25 стоит. Несколько штук взял. Это крепление колодок суппорта на дисковом переднем тормозе. Тоже не было. Ну и сальники тут со всякими прокладками. Сальники. Сальники амортизаторов. Не знаю пока качество. Трудно оценить. Ну вроде мягкие, не посмотрим. Разберем свои. Амортизатор посмотрим. Если там в плохом состоянии, то будем менять. Так вот, с этим вроде все ничего. Вот заслонку такую приобрел, да? Так, заслонка на карбюратор К68. В моем случае К68Ч на Юнкере. Понятно, что это не оригинальная заслонка. Это, скорее всего, китайская. Все бы ничего. Диаметр я ее еще не мерил. Как она там будет сидеть. Но и нечего ее мерить, как бы. Здесь беда такая. Вот если видно, вот раковина. И раковина довольно глубокая. Насквозь она, конечно, не выходит, но в это место будет забиваться пыль, грязь. Да, и тут еще здесь еще как бы она торчит, то есть бугор такой. Возможно, подклинивание при попадании грязи. Понимаете, да, к чему это приведет? То есть дал газу, навалил, и ты вроде бы уверен в мотоцикле, сейчас бросишь газ, и он будет останавливаться. А она заклинит, например, в карбюраторе, и все. И приехали. Вот это первый вопрос к этому магазину. Почему
положили такую деталь. Это раз. Дальше. Так, дальше. Был заказан патрубок впускной коллектора ежи Юпитер. Так как мы все знаем, что у Юпитера есть проблемы с этим, я взял вроде как про запас. Но, опять же, что это такое? Я так понимаю, это какая-то остатки со складов. Все ясно. Там 2004 год, 2005 последний год, когда выпускались мотоциклы, в частности юнкеровские. Но, ребята, вы хоть предупреждайте, когда отправляете мне такой товар, говорите об этом. Здесь, значит, впускное сечение вот этого патрубка, куда карбюратор одевается, оно, я вам сейчас замерю, покажу. Так. Вот. Ну, тут десятку прибавляйте, потому что губки 10 стоит. То есть получается там сколько? 26 миллиметров впускное сечение окна. По мне, так маловато. Маловато будет. Я не помню, сколько на обычном, на моем, который тут родной стоял, патрубок впускной. Ну, я замерю, обязательно здесь где-нибудь видео выложу, покажу вам размеры. Вот. Так-то внутри как бы нормально обработан. Цена приемлемая. Он ни разу не ставился. Но не нравится мне то, что такой вот патрубок впускной. Возможно, это патрубок, которые шли на первые Юпитеры. Там второй Юпитер, возможно, третий под карбюраторы К-36G и им подобные. То есть более ранние. Может, вообще на какую-то мотопомпу. То же самое. Не знаю. В общем, я, конечно, сильно претензий у меня нет. Дальше заказал вот такой боковой упор. Боковой упор новый. Это именно на юнкер. Он новый. Не ставился. Почему я его заказал? Его длины на стандартном юнкере его не хватает. Ну и есть вариант как бы его обрезать, удлинить, сделать либо резьбу регулируемый, то есть открутил насколько нужно, ну либо просто наставив какие-то дополнительные проставки, либо вот так отрезать. Ну, соответственно, портить оригинальность не хотелось, то есть либо вот этот буду пилить, либо свой, который у меня. Мы его отрежем, отпилим, удлиним там на какое-то определенное расстояние, посмотрим. То есть это для этого было куплено. С ним все в порядке. Дальше покупал такую вот ножку. Ножка переключения и Дарач. Значит, это вроде как АТ-56. Скоростная лапка. Ножка новая. Шлицы целы. Вроде как также не ставилась. Ну, цена смешная. Там что-то в районе 350 рублей я отдал. Очень даже неплохо. У меня есть двигатель, это же Планета 5. Вот, сейчас он ждет своей очереди, пока с юнкером разбираюсь. Вот, поставим туда. Позже объясню, почему ее, а не, например, юпитерскую ножку. Убираем. То есть пойдет. Дальше. Был куплен шланг вилки ежи Орион гидравлический. Но он короткий. С ним также все в порядке. Он цел. Трещин нет. Вроде. Но он короткий. То есть это идет на орионовскую вилку. Но в исполнении Планета 5 и Юпитер 5. Так, ну, на них тоже ставилось. Поэтому ну, оставим. Пусть будет 400 рублей. Дальше. Были приобретены компрессионные кольца. Эти кольца первого ремонта.
Ну вот тут вот замки, видите, как сделано. Это на всех кольцах, я там уже проверил. Сейчас не буду просто доставать. Ну вот, кольца не хромированные, конечно, это чугун шлифованный. По-моему, даже нифига не шлифованный. То есть большие риски. Но за неимением лучшего взяли эти 300 рублей за 4 кольца. Тут 3 комплекта. Пусть будут. Они первый ремонт, то есть увеличенный. У меня поршневая на одном и на втором двигателе нулевого, пока без расточки. Посмотрим. В работе, может быть, потом. Так, дальше. Вот такие вот две развертки. Значит, это развертки, чтобы разворачивать шатунные втулки. Одна для планеты, одна для Юпитера. Здесь видно, что она там пытались ее калить. Чуть-чуть она тут синеватость имеет какую-то некоторую. Здесь побежалости, следы по краям. Но опять померяем сейчас. Так, вот это 15, это на планету. Вот это на 14, на Юпитер. Да. Ну, вроде как ровно 14. Судя по штангель. Сверхточному прибору. Но, как всегда, у нас есть но. Во-первых, вот этот пропил. Че это такое? Как я должен? Ну, как бы, для тех, кто не знает, скажу, значит, это типа регулируемая развертка. Заворачивая вот этот винт вовнутрь, здесь она увеличивается в диаметре. Ну и, соответственно, можно прогонять втулку. Но я ее откручивал. И здесь внутри никакого шарика нет. Ни в одной, ни во второй. И вот этот пропил, о котором я сказал, детский, я не знаю, что это такой отверткой крутить его. Ну, ребята, несерьезно. Короче, к этому вопрос. Длина ее, да? То есть, не знаю, как это все должно регулироваться. Может быть, конечно, они тут внутри диаметр сделан так, что без шарика он делает. Ну, не знаю, буду звонить продавцу, спрашивать, что это такое, с чем это едят. Очень странно. Да, они недорогие, там что-то рублей по 210 одна. Но осадочка, то есть непонятно. Ну, можно было бы смириться с этим, если бы не одно но. Вот, нашел. Сейчас, если камера покажет, то зафиксируем. Вот здесь. Вот здесь. Видно вам, да? Вот тут трещина. Вот тут трещина, тут нет. Вот трещина. Вот трещина. То есть вот эти вот две, они по факту отколоты. Естественно, ни о какой соосности там при разворачивании идти речи не может быть. То есть, поставив шарик, эти две отколотых, они будут вылазить. Та сторона будет стоять на месте. Ну вот. Буду звонить и разбираться. Мне не жалко этих денег, но пришлите вы хоть что-то рабочее. Убираем. Дальше. Такой вот комплект колодок и сальников задних амортизаторов на ИЖ. К колодкам вопросов нет. Здесь вот видно вкрапления медленные. Ну, колодки заводские. Их в свое время наклепали, наверное, огромное количество. 200 рублей за один комплект, две колодки. У меня есть два комплекта, я еще два заказал. Пусть будет. Потом не бегать.
Значит, сальники амортизаторов. Тут опять вопросы. Я, конечно, понимаю, что это ИЖ. Точность тут исполнение так себе. Но вот посмотрите, например, да? То есть здесь вот нет отверстия. Ну, вот так вот залилось. Да, оно выйдет там, потом все нормально. Вот, вот тут видно, да? То есть вот металл, втулка, 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 а потом бах, резинка. Ну и стоят они, я бы не сказал, что дешево. Не буду сейчас врать, не помню. Что-то 130 рублей, наверное, за пару. Вот такого качества. Уточняйте во время покупки. Я вот поленился ехать руками, потрогать, пощупать, понюхать. Заказал через интернет в куче со всеми остальными. Вот такой приехал. Так, значит, есть еще вот купил такие выносы ног. Второй запакован. Я его не буду распаковывать, мне лень. У меня вареный, здесь старый владелец падал на этом мотоцикле, и вот тут одно ухо отколото. Ну, оно не отколото, оно оторвано и заварено обычной сваркой. Ну, некрасиво. Здесь вроде как претензий нет. Это заводское исполнение, но они неровные. Если их на плоскость поставить, ну, на видео, конечно, вы не увидите. Но, в общем, вот это относительно... Здесь нет 90 градусов, здесь другой угол. Я не знаю какой. Но вот мне визуально видно, то есть я вижу, что она кривая. Ну и вторая тоже кривая. Ну, пускай, ладно, зато сварки не будет видно, я думаю, не сильно критично. И последнее, что хотел показать, это тяга переключения. Тяга переключения скоростная. Она в прекрасном сохране. Хром весь целый. Резьба целая. Лапка скоростная. Сейчас покажу вам. Юнкеровская. Вот она. Шлицы все на месте. Опять числилась как тяга переключения и юнкер в сборе. Но она не в сборе. Здесь нет болта стяжного. И нету вот этого пальца, здесь втулка ставится. Вот сюда. Ставится палец, там шайба. И вот это дело как бы вот таким вот образом собирается. Его нет. Значит, я позвонил, сказали, ну да, его нет. Купил так. На этом, в принципе, все по поводу заказанных запасных частей. Вот такое качество, ребят. Смотрите сами, как бы иметь или не иметь. За всем всего доброго и до новых встреч.